Трамп опять объявляет о победе над Ираном и ставит новые условия. Венс летит на переговоры в Исламабад. В успех никто не верит, но он был главным противником войны с Ираном. Папа Римский и Макрон – очень светский визит. Обсуждали Трампа и большую политику вместе с агентами влияния папского престола. Зеленский назвал отказ от ядерного оружия ошибкой. Буданов считает, что Россия хочет быстрый мир. Кремль заявляет, что война продолжится в понедельник после Пасхи. Самый скандальный визит десятилетия. Лидер тайваньской оппозиции в гостях у Си Цзиньпиня. Миссия Артемида возвращается на Землю. Как это будет? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп в очередной раз заявил о состоявшейся победе над Ираном и потребовал от иранского руководства прекратить взимать плату за проход судов по Ормузскому проливу. Появляются сообщения о том, что Иран взимает сборы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив. Им лучше этого не делать. А если делают, пусть немедленно прекратят. Иран очень плохо справляется. Некоторые скажут, позорно, с тем, чтобы позволить нефти проходить через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое у нас есть. The Wall Street Journal, одна из худших и самых неточных редакций в мире, заявила, что я преждевременно объявил победу в Иране. На самом деле это победа, и в ней нет ничего преждевременного. Благодаря мне Иран никогда не получит ядерное оружие. И очень скоро вы увидите, как нефть начнет свободно течь, с помощью Ирана или без нее, и для меня это не имеет значения в любом случае. The Wall Street Journal, как обычно, пожалеет о своих словах. Они всегда быстро критикуют, но никогда не признают, что ошибаются. Что бывает чаще всего? После объявления двухнедельного перемирия между Соединенными Штатами и Израилем с Ираном через Ормузский пролив прошло всего 15 судов, следует из данных Marine Traffic. До начала конфликта этот показатель составлял около 140 проходов в сутки. Сейчас среди прошедших лишь несколько танкеров с нефтью, газом и химией, остальные — контейнеровозы. Несмотря на формальные гарантии безопасного прохода, Тегеран предупреждает, что суда могут быть атакованы, если идут без разрешения. Фактически, после эскалации кризиса в проливе остаются заблокированными до 800 судов, что создает серьезные риски для мировой логистики и энергорынка. Переговоры с США и Ирана стартуют уже завтра в Исламабаде. И от их исхода может зависеть не только ситуация на Ближнем Востоке, но и глобальная экономика. Хрупкое двухнедельное перемирие пока сохраняется, но удары Израиля по Хезболле и споры о том, входит ли Ливан в соглашение, могут сорвать процесс. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Венс, вместе с ним спецпосланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Привет, ребята! Доброе утро! Спасибо, что пришли. Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут позитивно. Конечно, как сказал президент Соединенных Штатов, мы увидим, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть им руку. Если же они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не очень-то восприимчива к этому. Итак, мы пытаемся провести позитивные переговоры. Президент дал нам довольно четкие указания, и мы посмотрим, что получится. Надеюсь, у вас будет безопасный полет. Мы обязательно ответим на ваши вопросы позже. А пока давайте сядем в самолет и отправимся в путь. Спасибо всем. Иран официально состав не объявил, но по данным СМИ, переговоры может возглавить спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. Ключевая проблема – условия. Тегеран предлагает свой план. Контроль над Ормузским проливом, снятие санкций и компенсации. У Вашингтона собственный пакет требований. Несмотря на разногласия, Дональд Трамп заявляет, он очень оптимистичен и считает, что Иран готов к сделке. Но на практике это переговоры на грани срыва. Тот факт, что переговоры продолжаются, что Соединенные Штаты направляют в переговорную комнату серьезных людей, дает нам надежду, что все ищут выход. США ищут выход, Иран ищет выход, и они сделают все, что могут. Они постараются получить максимальные рычаги давления, какие только возможно, но мы сохраняем надежду и позитивный настрой, что увидим какие-то результаты. За последние 48 часов мы наблюдаем достаточно серьезные нарушения режима прекращения огня. Мы рассматриваем это как попытку Ирана войти в мирные переговоры с максимальными рычагами давления. Чем больше у них рычагов, чем больший ущерб они нанесли, тем сильнее их переговорная позиция. В определенном смысле это тактика, которую ранее использовал президент США. И это показывает, что эту тактику легко копировать, если у тебя есть козыри. Исламабад в преддверии переговоров США и Ирана фактически превращен в закрытую зону безопасности. Дороги перегорожены контейнерами, на улицах усиленные патрули.
А ряд люксовых отелей в центре города тихо просит гостей освободить номера. Город одновременно демонстрирует признаки дипломатической витрины и режима повышенной готовности. Отель «Серена» полностью закрыт под делегации, аналогичные меры введены в Мариотте. Власти усилили охрану на фоне прошлых атак, включая взрыв 2008 года и недавний теракт в мечети. Пакистан, обладающий связями и с Тегераном, и с Вашингтоном, и с рядом региональных столиц, неожиданно оказался в роли посредника в одном из ключевых кризисов на Ближнем Востоке. При этом отношения с США остаются сложными на фоне прошлых конфликтов, включая операцию 2011 года по ликвидации Усамы бен Ладена неподалеку от Исламабада. Сейчас, однако, наблюдается сближение, в том числе на фоне сотрудничества в сфере безопасности. На этом фоне Пакистан пытается закрепить за собой роль посредника, которую он уже играл в прошлом, от тайных контактов с США и Китая в 70-х годах до афганского кризиса после 11 сентября. Для Ирана это, очевидно, вопрос выживания. Они сами это заявляли. Они не могут позволить себе длительное продолжение конфликта, поэтому заинтересованы в том, чтобы процесс сработал. Речь уже не о том, есть ли соглашение, а о том, как его технически собрать. США тоже действуют в условиях политического и экономического цейтнота. Президент находится в предвыборном цикле и не начинал эту военную операцию для того, чтобы ухудшить свои внутренние позиции. Наоборот, он рассчитывал их укрепить. Но теперь он сталкивается с ограничениями, потому что военные планы и реальные боевые условия — это разные вещи. Вопрос в том, готов ли Иран отказаться от всего, чего он добился в дипломатическом процессе по Ливану и Хезболле. Я так не думаю. Скорее, это используется Ираном как элемент торга для получения других уступок. С пакистанской точки зрения, если Пакистан поможет Соединенным Штатам достичь какого-то понимания, я осторожен в слове «соглашение», потому что ситуация слишком нестабильная, но пусть это будет понимание. Это может помочь Пакистану в его отношениях с Афганистаном. Тогда Исламабад сможет сказать Вашингтону: «Мы помогли вам с Ираном. Теперь нам нужна ваша помощь по Афганистану, будь то вооружение, влияние или финансирование. Это превращается в обмен услугами. Мы сделали это для вас. Теперь нам нужна поддержка здесь». Саудовская Аравия подтвердила удары по своей нефтегазовой инфраструктуре, включая стратегический трубопровод «Восток-Запад». 1 человек погиб, 7 ранены. По данным властей, атаки уже сократили добычу и транспортировку более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Только по трубопроводу потери составляют около 700 тысяч баррелей. Эксперты отмечают, этот маршрут был ключевым обходом Ормузского пролива. И на фоне продолжающихся проблем с поставками ситуация на рынке только ухудшается. Высокопоставленный представитель администрации президента Ливана подтвердил британской вещательной корпорации BBC. Бейрут готов к прямым переговорам с Израилем на следующей неделе, но только при условии предварительного прекращения огня. Дата и формат встречи пока не определены. Прямые контакты между Ливаном и Израилем не являются беспрецедентными, но остаются крайне редкими. Обычно стороны взаимодействуют через посредников, прежде всего через США. После соглашения о перемирии ноября 2024 года Вашингтон уже пытался продвигать косвенный диалог между сторонами. Теперь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении перейти к прямым переговорам с повесткой по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. При этом он настаивает, что Ливан не включен в американо-иранское перемирие. Ливанская сторона отвечает жестко: переговоров под огнем не будет. В правительстве также заявляют, что не получали официального подтверждения встречи в Вашингтоне, несмотря на сообщения израильских и американских источников о подготовке диалога в Госдепартаменте. По данным CNN, инициатива прямых переговоров появилась после призывов Дональда Трампа к Нетаньяху снизить интенсивность операций в Ливане на фоне попыток США стабилизировать ситуацию и продвинуть соглашение с Ираном. Однако продолжающиеся израильские удары, в результате которых в среду, по данным Минздрава Ливана, погибли более 300 человек, создают риск срыва всей архитектуры перемирия. Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане президента Франции Эммануэля Макрона. Елисейский дворец называет визит к главе католической церкви республиканским и светским. Встреча прошла на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, где Париж и Ватикан публично выступают за дипломатическое урегулирование. До аудиенции Макрон провел переговоры с основателем общины Сант-Эджидио Андреа Рикарди. Это неформальный дипломатический канал Святого Престола, активно вовлеченного в гуманитарные и ближневосточные вопросы. В программе переговоров также международная повестка, мультилатерализм, регулирование искусственного интеллекта, климат и гуманитарные кризисы. При этом встреча с премьер-министром Италии Джорджи Мелони не запланирована. Это уже 4-я аудиенция Макрона у понтифика, но 1-я с Папой Львом, избранным почти год назад. Ранее они лишь созванивались по телефону, обсуждая борьбу с бедностью и экологическую повестку. На фоне обострения международной риторики Папа в последние недели жестко критиковал заявление Дональда Трампа по Ирану,
А Макрон, в свою очередь, отвечал на американские высказывания в резком тоне. По данным французской стороны, встреча в Ватикане может включать и закрытый обмен сигналами по ряду чувствительных международных тем, без публичных заявлений. Украина приняла опрометчивое и неправильное решение, подписав Будапештский меморандум с отказом от ядерного оружия в обмен на обещание безопасности в 1994 году, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью бывшему директору по коммуникациям и стратегии Даунинг-стрит Алистеру Кэмпбеллу и министру международного развития Рори Стюарту в их блоге «The Rest is Politics». Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО — это минимум, который лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка. Это была не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандума. Это ядерные державы. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонд безопасности. Возможно, даже ядерный зонд. В конечном итоге все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне. Украина считает, что в переговорах с Россией наметился ограниченный, но реальный прогресс. И перспектива мирного соглашения уже не выглядит отдаленной, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его оценке, завершение войны может занять меньше времени, чем ожидалось ранее. Все понимают, что войну нужно заканчивать, поэтому они и ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени. По словам Буданова, в переговорах при посредничестве Соединенных Штатов стороны по-прежнему занимают жесткие позиции, однако постепенно сближаются в поиске компромисса. Он отмечает, что и Москва, по его мнению, заинтересована в завершении конфликта, в том числе из-за колоссальных финансовых издержек. Ключевые разногласия остаются прежними. Статус территории и формат будущих гарантий безопасности. Вы думаете, есть какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта – война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они на это согласятся, а могут и не согласиться. Оптимистичную оценку состояния переговоров, по всей видимости, не разделяют по меньшей мере некоторые российские чиновники. Также сообщает Bloomberg. По словам двух пожелавших остаться анонимными источников в Кремле, в переговорах практически не наблюдается реального прогресса, поскольку сами переговоры не являются публичными, и обсуждение гарантий безопасности для Киева в значительной степени зашло в тупик. Поэтому для урегулирования конфликта потребуется более широкое соглашение с участием США и Европы, сообщили источники. Тем временем Кремль заявил, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер, и что Россия хочет заключить полноценное мирное соглашение, а не просто прекратить огонь. Напомним, в четверг Путин объявил о 32-часовом прекращении огня на 2 дня в связи с православной Пасхой. А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать эту меру. Оно носит гуманитарный характер. Светлый праздник Пасхи – это святой праздник для нашей страны, также для Украины, для украинцев, для украинского народа. Поэтому носит исключительно гуманитарный характер. Это первое. Второе, как мы неоднократно говорили, и как говорил президент Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира. Этот мир может наступить сегодня, в случае, если президент Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение. Об этом уже говорилось неоднократно. В Пекине состоялась редкая встреча председателя КНР Си Цзиньпина с лидером тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь. Первый такой контакт за десятилетия. Си заявил, по обе стороны Тайваньского пролива живут китайцы, которые хотят мира. Сегодня мир далек от мира. И мир от этого становится еще более ценным. Люди по обе стороны Тайваньского пролива – все китайцы, члены одной семьи. Общее стремление к миру, развитию, обмену и сотрудничеству. Сегодняшняя встреча лидеров двух сторон призвана именно обеспечить мир и стабильность в нашем общем доме. Способствуя мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, мы можем гарантировать, что наши дети и будущие поколения смогут разделить светлое будущее.
Опираясь на общую политическую основу, заключающуюся в поддержке консенсуса 1992 года и противодействии независимости Тайваня, мы будем работать вместе с различными политическими партиями и группами Тайваня, включая Гоминьдан, а также с людьми из всех слоев общества, чтобы укреплять обмены и диалог. Мы будем стремиться к миру через Тайваньский пролив, содействовать благополучию наших соотечественников, работать на благо процветания нации и твердо держать будущее отношений между двумя берегами Тайваньского пролива в руках самого китайского народа. Джен Ли Вэнь тоже сделала заявление, но почему-то говорила о себе в третьем лице. Ли Вэнь надеется, что Гоминьдан и Коммунистическая партия Китая совместно будут продвигать институционализацию мира через Тайваньский пролив на общей политической основе, приверженности консенсусу 1992 года и противодействия независимости Тайваня. Обе стороны пролива должны дополнительно разработать и создать институционализированные и устойчивые механизмы диалога и сотрудничества, чтобы мирное развитие отношений через пролив стало необратимым, а все глубинные причины конфликта были в корне устранены. Консенсус 1992 года — это формула отношений между Пекином и Тайбэем. Один Китай признается обеими сторонами, но каждая трактует его по-своему. Именно эта размытая договоренность долгое время позволяла вести диалог, не решая главный вопрос — кто именно представляет Китай. Нынешний визит лидера партии Гоминьдан на самом Тайване вызвал грандиозный политический скандал. Чжэн возглавляет политическую силу, которая с некоторых пор выступает за более тесные связи с Пекином. Более того, в случае победы на выборах 2028 года она готова пригласить Си Цзиньпина на остров. Как я уже говорила, я готова сделать все, что способствует миру между двумя берегами Тайваньского пролива. Я также готова встретиться с любым, кто вносит свой вклад в мир между двумя берегами Тайваньского пролива. Председатель Си Цзиньпин только что упомянул об этом. Он сказал, что любое предложение, способствующее миру и развитию между двумя берегами Тайваньского пролива, должно быть реализовано. Все, что способствует миру и развитию между двумя берегами Тайваньского пролива, должно осуществляться со всей необходимой силой. Поэтому это цель и направление, которые мы все хотим разделить и достичь благодаря нашим совместным усилиям. Как я уже упоминала ранее, в своем выступлении генеральный секретарь Си Цзиньпин признал и выразил уважение особенностям образа жизни и системы Тайваня. Он также выразил надежду на взаимность в этом вопросе. Тайвань, в свою очередь, уважает и признает достижения материкового Китая в области развития. Он особо отметил надежду на то, что в ходе этого процесса между двумя сторонами не возникнет конфликтов. В будущем обе стороны станут одной семьей с более тесными обменами и связями. Однако внутри Тайваня такая риторика расходится с общественным мнением. По опросам, примерно 2/3 жителей идентифицируют себя прежде всего как тайваньцы, а не китайцы. Критики обвиняют Чен в чрезмерной близости к Пекину, вплоть до того, что в китайских соцсетях ее называют богиней объединения. Я считаю, что такие контакты, будь то с Соединенными Штатами или с Китаем, если это действительно конструктивное взаимодействие, то это хорошо. Мы, Тайвань, сами по себе. Нам не следует особенно склоняться ни к Соединенным Штатам, ни к Китаю. На мой взгляд, наши отношения с кем-либо не должны быть ни чрезмерно близкими, ни чрезмерно плохими. Не должно быть враждебности, но и не должно быть чрезмерной зависимости или особой дружелюбности по отношению к другой стороне. Будь то с Америкой, Китаем или Японией, все одинаково. Это моя позиция. Человек с такими слабыми перспективами в политической карьере, какое влияние она вообще может иметь? Никакого. Возможно, сейчас она просто марионетка внутри своей партии, или ширма, или что-то в этом роде. То есть это фиктивная фигура, поднимающая фиктивный вопрос и делающая фиктивные шаги, говоря о мире с Китаем. Тогда почему Китай позволяет ей приезжать? Потому что сейчас она председатель партии, и это звучит внушительно. Как будто лидер крупной политической силы. Если я, Китай, позволю тебе приехать, возможно, это увеличит влияние Гоминьдана на Тайване. Но это тоже невозможно, потому что число их сторонников слишком мало. Я считаю, что время для этой поездки, Чен в Китай, выбрано крайне удачно. В момент, когда отношения между берегами пролива напряженные и опасные. Возможность для оппозиционной партии поехать на материк очень благоприятна для общей ситуации и оказывает хороший стабилизирующий эффект на обычных людей. Потому что отношения по обе стороны Тайваньского пролива просто не могут существовать без общения. Контекст встречи — резкое усиление давления со стороны Китая. После прихода к власти Демократической прогрессивной партии в 2016 году Пекин регулярно проводит военные маневры вокруг острова, фактически отрабатывая сценарий блокады. Китай отказывается вести переговоры с президентом Тайваня Лай Цзиньде, называя его сепаратистом. Лай утверждает, что только народ Тайваня может решать свою судьбу. Правительство Лая заявило, что Чен должна сказать китайским чиновникам, включая президента Си Цзиньпина, чтобы они прекратили регулярные военные нападения Китая на остров и уважали право тайваньского народа выбирать свое собственное будущее.
В основном, стратегия Коммунистической партии Китая в отношении Тайваня по-прежнему в значительной степени опирается на комбинированную тактику принуждения и давления. С одной стороны, она использует военное запугивание и упомянутое ранее преследование в серой зоне для создания атмосферы неминуемого конфликта через Тайваньский пролив, вызывая у тайваньского общества и общественности психологическое давление и тревогу по поводу нахождения на грани войны. С другой стороны, она также продвигает так называемый мирный курс между двумя берегами пролива, возглавляемый КПК, посредством различных обменов между берегами, а также подчеркивает возможные косвенные последствия, которые они называют мирными дивидендами для Тайваня. В рамках мирного курса между двумя берегами пролива, возглавляемого КПК. Первая цель Китая — разделить внутреннее общество Тайваня, чтобы усилить голоса сторонников прокитайской примирительной линии и тем самым еще больше затруднить усилия в тайваньском парламенте по продвижению инициатив по закупке оружия у Соединенных Штатов. Вторая цель — разделить сотрудничество между Тайванем и Соединенными Штатами. Посредством таких обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива Китай пытается сформировать представление о том, что между двумя сторонами пролива все еще существует определенная степень взаимопонимания в отношении сотрудничества, чтобы тем самым ослабить участие США в ситуации в Тайваньском проливе или их право высказываться по вопросам, связанным с Тайваньским проливом. На первый взгляд, визит Чен в Китай действительно выглядит как попытка предложить альтернативную стратегию. Диалог вместо конфронтации. Но есть и внешнеполитический расчет. Эксперты считают, Пекин использует эту встречу, чтобы показать Вашингтону: внутри Тайваня нет единства, и есть силы, готовые к сближению с КНР. Тем более, что сами китайцы не скрывают. Насчет Тайваня аппетиты не меньше, чем когда-то насчет Гонконга. Сначала объединение, а затем полное поглощение со сносом демократической системы на острове. Мы надеемся на мирное воссоединение, выступая против независимости Тайваня и придерживаясь принципа «одна страна, две системы». Я думаю, это наилучший возможный исход и решение. Если вы посмотрите на один из самых популярных сейчас телесериалов о древних государствах Юэ и У, то увидите, что в конце концов они добровольно подчиняются династии Сун после многих лет конфликта. Я думаю, Тайваню следует внимательно следить за этим сериалом. Я надеюсь, что обмены между двумя сторонами будут происходить все чаще и чаще. Мы как одна семья, мы сможем поехать туда, а они смогут приехать на материк. Мы одна семья, мы все китайцы. Вот как я это вижу. Визит лидера Гоминдана на материковый Китай особенно важен на фоне будущего саммита Си Цзиньпина и Дональда Трампа, который ожидается в Пекине. Ведь один из ключевых вопросов — поставки американского оружия Тайваню, против которых Китай выступает крайне жестко. В Иерусалиме в Страстную Пятницу православные христиане прошли крестным ходом по улицам Старого города, повторяя путь, который прошел Иисус Христос к месту распятия. Процессия традиционно прошла по Виа Долороса, маршруту, ведущему к храму Гроба Господня, который считается местом погребения и воскресения Христа. Верующие пели гимны и молились, несмотря на недавние ограничения безопасности. Открытие христианских святынь стало возможным после ослабления ограничений на фоне перемирия между Израилем и Ираном. В эти дни православные и восточные христианские церкви отмечают Пасху по юлианскому календарю, и Иерусалим вновь становится центром паломничества для тысяч верующих со всего мира. Миссия Артемида-2 выходит на финальный этап. Корабль «Орион» уже направляется обратно к Земле после облета обратной стороны Луны. Это самый дальний пилотируемый полет в истории. Дальше, чем летали даже астронавты программы «Аполлон». Впервые с 1972 года, со времен Аполлона-17, люди покинули околоземную орбиту. В экипаже Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен. Этот полет стал символическим. Впервые так далеко в космос отправились афроамериканец, женщина и неамериканский астронавт. Корабль движется по так называемой траектории свободного возврата. Даже без работы двигателей гравитация Луны сама выводит его обратно к Земле. Миссия длится 10 дней и стала первой пилотируемой в программе Артемида, цель которой — вернуть человека на Луну и создать там постоянное присутствие. Все это время экипаж живет и работает в тесном пространстве капсулы, проводит эксперименты и тестирует системы в условиях, где любая ошибка может стать критической.